Этот гайд вам никак не поможет. Всем привет, меня зовут Даниил, это Цитадель Покраса. Сегодня я вам расскажу очень много интересных фактов о влажной палитре, расскажу, зачем вам надо использовать, и мы сделаем с вами влажную палитру, потому что как раз моя сейчас уже вся заполнена и не работает она как влажная палитра, поэтому расскажу, когда пора менять влажную палитру, как ее сделать своими руками, да, и вообще сравним обычный цветочек за 20 рублей и нашу с вами влажную палитру и что из них выиграет. Спойлер, влажная палитра. Но перед началом хочу вам напомнить о том, что у нас есть группа ВК. Постоянно летят гайды полезнейшие гайды по покрасу с интересными техниками, интересными способами и цветовыми решениями. Также каждую неделю постоянно показываю, что крашу я, что крашу сегодня, что красил вчера, что буду красить завтра. И не забывайте, что в товарах группы вы можете заказать себе покрас миниатюр, либо купить уже покрашенные настольные игры и миниатюры. Все, ссылочка на группу есть в описании, а мы начинаем. Для начала предлагаю нам разобраться, из чего вообще состоит влажная палитра и что это вообще такое, да, с чем это едят. Влажная палитра у меня вот в таком вот кейсе, да. Но я расскажу дальше еще варианты, где можно сделать. Не обязательно иметь вот такую штуку. Здесь у меня была модельная трава, и сюда отлично влазит губка, и это очень удобно, низкие бортики, что тоже важно, об этом расскажу чуть попозже. Вот. Влажная палитра у нас выглядит вот так. Это губка, которая пропитана водой, и сверху пергамент, это у нас пергамент, калька, бумага для выпечки, вот такое вот. Подойдет в принципе любая, но я думаю со временем вы поймете, что лучше в вашем случае, какие там покупать в каких магазинах. Попробуйте разные и поймете, потому что иногда какая-то не бывает не качественная, которая вот прям смазывается, то есть прям катышки на ней образуются, когда забираешь на краску. Такую лучше не использовать. Лучше взять что-то чуть подороже, поэкспериментируйте с брендами, что-то сказать как конкретное не могу, потому что их миллиард разновидностей. Попробуйте разные и там уж решите, какую будете использовать. Благодаря вот такой конструкции мы из-за губки, воды, пергамента, красочка остается в состоянии рабочем очень-очень долгое время. Обязательно хранить надо в холодильнике. Убирайте, как покрасили, убрали в холодильник. Все, на следующий день достаете и уже можно красить этими же оттенками, и они вообще никак не изменятся. Они не высохнут, с ними ничего не случится. Порой оставляю дня на 4, даже на 3, с краской вообще ничего не меняется. Именно в этом и заключается главное преимущество, потому что в отличие от вот этой, на вот этой вот штуке просто пластмасска, на ней высохнет краска за минуту. Вот вы пока вы даже будете в процессе покраски, краска высохнет вот так вот, просто тут же, и вы снова будете брать краску, а это увеличивает ваш расход краски, и, соответственно, вы теряете так больше денег, покупая все больше и больше краски, и она у вас быстро тратится. Поэтому это мало того, что экономит ваше время, силы, вы всегда сможете вернуться к тем же оттенкам, так еще и это экономит ваш бюджет покрасочный. Вам не надо будет так много покупать красок. Поэтому все-таки рекомендую использовать вот такую палитру. Я знаю, некоторые прям специально любят вот такую, но я честно не понимаю прикола. Если вы из этих людей, напишите в комментариях, что вами движет, почему именно не влажная палитра, а вот такая. Напишите, мне очень интересно почитать будет. Ну что ж, пришло время поговорить о том, как же все-таки сделать влажную палитру. Для того, чтобы ее сделать, нам нужно будет само место, да, в чем мы ее будем делать. Подойдет, в принципе, любая вот такая вот плошка из-под еды, чтобы с собой брать, как она называется, емкость для продуктов. Вот. Любая, главное, чтобы была крышка. У меня сейчас такой нет. У меня есть вот такая, она без крышки, но мы сейчас будем использовать немного для других целей. Подойдет любая плошка, но любая емкость, но желательно, конечно, чем она меньше, вот здесь вот, именно чем она ниже, тем лучше. Но на самом деле зависит от вашей губки.
Но вот чем она ниже, тем вам будет на самом деле удобней. И вообще будет гораздо лучше. Я сам пробовал использовать похожую, вот где-то, наверное, в половину этой, все равно неудобно. Вот чем она, так скажем, вот тоньше, да, чем она ниже, ну, уже, ну вы поняли, вот в этом вот месте, тем лучше, тем вам будет удобнее так вот сбоку брать. А тут здесь вам приходится вот так вот зачерпывать, и то есть, ну это неудобно все время вот так вот лезть, гораздо удобнее так вот сбоку взять, и поэтому рекомендую использовать именно вот такие вот более, более плоские контейнеры. Так, также помимо контейнера нам понадобится бумага для выпечки или пергамент, что у вас есть дома, то и используйте. У меня это бумага для выпечки, по-моему, вот, или пергамент. Но особо, я думаю, разницы нет, просто возьмите, что есть дома для того, чтобы печь, или купите, в принципе, любую, попробуйте, поэкспериментируйте, опять же. Здесь никаких брендов нет, здесь только эксперименты, поэтому эта штука нам сегодня тоже пригодится. И, конечно же, нам понадобится вода, можно набирать прямо из-под крана, но я, опять же, чтобы мне здесь было сподручней, налил ее в стакан. Но, учите, если у вас стакан без яблок на нем, в принципе, уже на этом моменте можно выключить это видео, и этот гайд вам никак не поможет. Именно стакан с яблоками, запомните, стакан с яблоками, это очень важно. Забыл упомянуть, нам также понадобятся ножницы, чтобы отрезать наш пергамент. Так, предлагаю приступать. Для начала мы удаляем старый пергамент с палитры. Он легко отходит, потому что здесь просто вода и пергамент. Осторожненько убираем его куда-нибудь, я положу в этот контейнер. Так, дальше, как я понимаю вообще, что пора менять влажную палитру? Во-первых, я замечаю, что краска начинает быстро высыхать. И это один из верных знаков. Во-вторых, на ней остается уже очень мало места. Я понимаю, что я рисую на ней уже там неделю или больше. Ну, желательно менять ее как можно чаще, да? Так, берем губку. Здесь все еще есть вода, как видите, вот. Мы берем губку. Так, сейчас пергамент уберем. Пока что. Берем губку. И я выжимаю остатки воды. И из палитры тоже, в принципе, слить можно. Все в воде. У нас ничего не остановит. Сейчас мы чуть-чуть тут берем воду. Так, все, эта плошка нам больше не понадобится. Так, теперь мы берем нашу губку, кладем ее обратно в контейнер и наливаем воды. Смотрите на глаз, чтобы губка вся просто была в воде. Вот. Но желательно, чтобы не было прям много сильно лишней влаги. Вот, сейчас я налил хорошо, ничего лишнего. Ну, может, чуть-чуть слить. Чуть-чуть. Вот, все, я думаю, этого достаточно. Вот. И наша палитра почти готова. Осталось только отрезать пергамент и положить его сверху. Так, все, пергамент нам больше не понадобится. Теперь мы отрезаем по размеру к нашей палитре кусочек пергамента. И мы прикладываем. Так, тут лишнее. Смотрите, чтобы кончики не закручивались, то есть, чтобы они не свисали с губки. Отрезайте прям ровно по размеру губки, а то если кончики будут
именно вот эти вот концы, да, и все, что есть здесь, если оно все будет на весу, то есть не соприкасаться с губкой, как видите, вот в этом случае, то этот край высохнет и будет так закручиваться и в итоге испортит всю палитру. Поэтому смотрите, чтобы такого не было, равномерно распределяйте пергамент по губке. И прижимайте, чтобы пергамент пропитался влагой и, так скажем, прилип к губке. Немножко разглаживаем. И все. Нашу влажную палитру уже можно использовать. Спасибо за просмотр. Делай влажную палитру. Если я делал какие-то ошибки в видео или ты считаешь как-то по-другому, обязательно оставь свой комментарий. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите почему, лайк или дизлайк. Будет очень интересно почитать как мне, так и другим, кто будет делать свои влажные палитры. И обоснуйте свой ответ, почему же я не прав. Все, всем спасибо, всем пока-пока.